Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынках, до чего докатился ОПЕК и к чему это приведет весь мир. Ну и с вами подумаем, посмотрим, куда сегодня ожидать движения по ключевым активам, нефти, золоту, рублю, доллару и так далее. И попытаемся понять текущая ситуация, чем она чревата. Так, друзья, ну смотрите, анализируя новостную ленту, что происходит в мире, особенно что происходит в Евразии, собственно говоря, именно этот вопрос, он очень волнует. Такое ощущение, что приближается эпоха какого-то бесконечного трэша. Так, давайте начнем с ковидной карты, потому что ибо время пришло для того, чтобы с нее начинать. В целом, если рассматривать весь мир, то здесь идет попытка стабилизации эпидемии и, соответственно, постепенного схода на нет. Но ситуация здесь двояка, сами видите, двойная вершина. Напрашивается перевод ее в голова и плечи, то есть еще третью вершинку нарисовать. Надеюсь, этого все-таки не будет. Если смотреть по странам то, что происходит, то, конечно, самая сейчас тяжелая ситуация это в Великобритании и в России. И идет зашквал новых случаев в России каждый день. Обновляются максимумы по смертности от ковида. Ну и как-то так вот получилось, совершенно случайно или не случайно, что Россия и Великобритания во многом идут рука об руку в этом процессе. Наверное, очень плотное, очень тесное авиасообщение между Москвой и Лондоном. И поэтому вот такие вот процессы, они неотвратимо происходят. Так, давайте перейдем к календарику событий. Сегодня, конечно, Германия немножко разочаровала. Упали промзаказы по сравнению с маем и по сравнению с прогнозом. Но для Германии это, скажем так, в общем-то показатель крайне нехороший, потому что страна экспортер. Ну и индекс экономических настроений ЗЕВ. ЗЕВ это организация, это не бумага там специальная, а именно организация. Значительно просел и по сравнению с прогнозом, и по сравнению с предыдущим значением. Ну и мы с вами видим, что в общем-то для евро, наверное, сейчас наступит не очень позитивная полоса. Так, ну и в целом по Европе индекс экономических настроений ЗЕВ, он тоже просел по сравнению с предыдущим значением. То есть не совсем понятно, почему-то европейцы, они не смотрят позитивно на то, что будет происходить. Хотя вроде бы и пандемия мимо прошла уже, там в Германии немножко осталось победить. Ну как бы глобально тяжелая ситуация в Англии, но Англия это уже, можно сказать, не Европа. И поэтому здесь вместо оптимизма они что-то начали хандрить. Так, Соединенные Штаты, индекс деловой активности в секторе услуг, ну он вышел чуть меньше, чем было до этого, но здесь на самом плюс-минус 1,2, это в пределах погрешности. Так, а вот индекс занятости в непроизводственном секторе, вот это немножко напрягающая штука, потому что если он не растет, это говорит о том, что скорее всего кто-то не хочет выходить на работу. Ну и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы здесь как-то что-то он проседает, не совсем понятно почему, потому что по идее, если экономика растет, то индекс снабжения тоже должен расти, потому что сразу закладывают рост запасов и так далее. Но, как мы с вами видим, что-то здесь не то происходит. Так, друзья, ну и, конечно, все внимание приковано к тому, что происходит в ОПЕК+. Окончательно рассорились, разругались. Вроде как министр энергетики Ирака осторожно сказал, что возможно будет повторение встречи через несколько дней, ну, я так полагаю, на следующей неделе. Здесь что примечательно, на самом деле Саудовская Аравия, она повышает цены для отпуска по нефти. Соответственно, это говорит о том, что наиболее вероятно в ближайшее время они не будут более сильно открывать кран. И по факту получается следующая картина, что июль и август, скорее всего, продолжится нехватка нефти. Ну, навряд ли Объединенные Арабские Эмираты, даже если они совсем пойдут в контру, они начнут безудержно качать нефть. Остальные члены ОПЕК, скорее всего, дисциплину сохранят, невзирая на эти противоречия. И по сути, вот эта вся ситуация, которая возникла с ОПЕК, она вызывает повышенную волатильность. Вот да, сейчас в моменте
вполне возможно продолжится коррекционный откат цен на нефть. Но на текущий момент пока что нет никаких оснований для того, чтобы полагать, что по нефти произошел разворот и она начнет безудержно снижаться. Итак, друзья, ситуация по нефти привела к тому, что нефть очень сильно пролили, но пока еще растущий тренд не сломан. Первый барьер 76,2 взят, но остались еще волшебные линии, это 74 и 72. Говорить о том, что весь этот рост завершился, можно будет только в том случае, если 72 по бренту будет пробито и продолжится движение далее вниз. Сейчас 17:50 по Москве. Судя по часовому таймфрейму, по бренту, в ближайший час-два вполне возможно произойдет разворот и коррекционный отскок, у которого цель движения будет 77,3, 77,4. Если мы сейчас в ближайшие часы продолжаем движение вниз и пробиваем 74,4, то в этой ситуации весьма вероятно следующей целью движения будет 72. Конечно, было бы хорошо, чтобы 74 не пробили, но даже если 74 пробьют, 72 еще остается, который может вот этот накал, который здесь возник, сдержать. Итак, друзья, резюмирую. В ближайшее время по нефти возможно будет коррекционный отскок. Она уперлась в нижнюю границу канала, и здесь есть все условия для того, чтобы либо от текущих значений, либо может быть чуть-чуть пониже здесь произошла консолидация и коррекционный отскок. Обращаю внимание, что ловля падающих ножей, равно как и отскакивающих дохлых кошек, дело достаточно рисковое и требует железной выдержки. Так, гораздо неприятнее то, что по Америке пошло движение вниз. Но на самом деле пока это движение, оно не такое страшное. Да, здесь вот такую кракозябру разворотную нарисовали. Но пока нету пробития 4250, говорить о том, что здесь произошел разворот и сейчас все сыпанется, я думаю, весьма и весьма преждевременно. Так, ну и соответственно VIX у нас сегодня себя проявляет очень позитивно. Здесь у VIX цель движения ближайшие 18,5. Но как видите, он слишком долго внизу не находится. Его все равно отсюда потом запускают, и он идет наверх. На текущий момент новая поддержка по VIX это 14. Если ее вдруг все-таки пробьем, то тогда можно будет говорить о том, что рынки порастут еще и еще сильнее. Но сейчас здесь более вероятно движение наверх, тестирование и пробой 18,5. Ну, собственно говоря, невозможен бесконечный рост. Вопрос только в том, какая будет корректировка. Она будет крохотная или она приведет к тому, что посрывает стопы. Так, друзья, далее золото, но здесь 1814 сегодня сделали, но немножко откатились. Очень важно, чтобы закрытие сегодня было в диапазоне 1800-1814. Если такое закрытие будет, то, возможно, уже на этой неделе мы потестим 1900. Так, друзья, переходим к часовику. На часовике у нас по золоту идет попытка отлиться. Ничего страшного в этой попытке нету. Я даже скажу больше, если сейчас будет повторное движение с пробоем 1802-1801, вот этого диапазончика, мы по золоту, скорее всего, откатимся сегодня на 1789-1790. Но главное, как будет закрытие дня. Если оно будет более 1800, это очень хороший знак. И мы по золоту можем на этой неделе увидеть новый взлет. Вот, если же закроемся по 1800, то здесь либо у нас будет немножко подольше консолидация, либо движение вниз. На текущий момент сейчас идет попытка пробить 1801-1802 и протестировать 1789-1788. Так, друзья, ну в связи с этим движением по нефти, по РТС тоже идет коррекционный откат. Критичный уровень 160 500. Если он пробивается, то по РТС мы можем очень быстро и молниеносно сделать 155 тысяч. Если он не пробивается, все вот это движение, оно приведет к тому, что здесь будет консолидация и, соответственно, движение к верхней границе на 166 тысяч. Пока по нефти не сломан растущий тренд, РТС, скорее всего, будет находиться вот в этом боковике. Ну а если сейчас реализуется сценарий движения на 94, то мы по РТС вполне можем увидеть
в этой ситуации пробой 166 400 и движение на 171 тысячу. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь движение наверх сломали, но пока не до конца. Окончательный слом произойдет в том случае, если сейчас будет движение вниз и пробой 1,1792. Если пробоя не будет, здесь достаточно высокий шанс, что будет до набор позиций и движение наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар. Непростые времена для завтрашнего размещения ОФЗ. Ну, смотрите, сейчас вот здесь сразу ряд целей было пробито, сделано. И на самом деле вот текущая формация, она такова, что если не будет сейчас повторного движения с пробитием 74,6, 74,65 вот сюда, в эту зону, то мы здесь сейчас попытаемся развернуться и сделать коррекционный откат, цель которого будет 73,9. Если сейчас идет пробой вот этого значения 74,6, 74,65, то весьма вероятно уже сегодня, либо завтра с утра у нас цель движения будет 75,3. Так, ну, друзья, если смотреть общую картину на российском рынке, пока, в общем-то, ужас-ужас не наступил. Ужас-ужас наступит, если по нефти пойдет движение на 72, и если S&P продолжит движение на 4250. Если эти условия взаимно выполняются, то тогда как бы российский рынок может начать очень интенсивно проседать раньше положенного летом. Друзья, в общем-то все, основные моменты, основные новости, то, что хотел до вас донести. Спасибо за внимание, успешных торгов.